Всем привет! Сегодня приготовим очень вкусный торт медовик. Готовится быстро, просто, выходит невероятно вкусным. А главное, нам совершенно не нужно выпекать большое количество коржей. Для приготовления нам потребуется сливочное масло, сахар, яйца, пищевая сода, мед и просеянная мука. Берем сотейник с толстым дном, добавляем в него сливочное масло, всыпаем сахар, по желанию можно добавить и ванильный сахар, вливаем мед. Мед можно использовать любой, но желательно не использовать гречаный, так как он будет, сильно такой аромат будет перебивать тортика нашего. Ставим на средний огонь, и нам необходимо подождать, чтобы сахар и масло полностью растворились. Мед, допустим, быстро тает, а вот сахар и масло нужно, чтобы растворились. Далее я снимаю с огня, добавляю соду и оставляю, чтобы пошла реакция между медом и содой. Посмотрите, как классно поднимается такая шапочка из пены. Далее я ставлю кастрюльку снова на средний огонь и варим еще буквально 2-3 минутки до вот такого карамельного цвета. В принципе, после того, как произошла реакция между медом и содой, массу уже можно было использовать. Но я хочу, чтобы у тортика был медовый такой карамельный вкус. Поэтому я поставила массу снова на огонь и при постоянном помешивании довела массу до вот такого янтарного цвета. Именно когда вы доводите массу медовую до вот такого цвета, медовик будет иметь такой прям карамельный привкус. Далее нам необходимо подождать, чтобы эта масса полностью остыла. И затем добавляем яйца и перемешиваем венчиком, либо же ложкой. Тем временем я уже включила духовку на 180 градусов, чтобы она нагревалась. Когда вы полностью вмешали яйца, у вас выходит вот такая жидкая масса. И далее мы добавляем в нее просеянную муку. Аккуратно перемешиваем венчиком, либо же ложкой, и у нас выходит вот такое жидкое наливное тесто. Этот медовик выпекается одним коржом на противне. Нам не нужно делать много коржей и долго возиться с духовкой. Я взяла пергамент, выстелила на противень и полностью все тесто выливаем и распределяем по всему противню. Самое главное распределить тесто равномерно, чтобы оно равномерно выпекалось. Делать это удобнее всего силиконовой лопаткой, но можно и ложкой. Выпекается такой медовик примерно 8-10 минут, но это зависит от мощности вашей духовки. В моей духовке он выпекается 9 минут, поэтому я вам советую периодически открывать и проверять. Как только вы увидите, что бисквитный корж готов, сразу доставайте. Далее нам необходимо подождать, чтобы он немножечко остыл. И затем я с помощью ножа буду его просто нарезать на вот такие вот полосочки. Это удобно делать обычным ножом. Можно также использовать нож для пиццы. Но самое главное подождать, чтобы корж остыл. Потому что если вы будете разрезать, пока он горячий, то у вас немного будет тесто прилипать к ножу. Далее я развернула противень и уже нарезаю с другой стороны. Таким образом у меня получаются такие маленькие квадратики. Не нужно переживать, что они у вас где-то ровные, либо же нет, поскольку мы тортик будем собирать в большой мисочке, так как мы обычно собираем торт-муравейник. То есть мы будем выкладывать эти маленькие кусочки и перемазывать сметаной. Поэтому не переживайте, если у вас это все вышло немножко неровно. Далее приготовим сметанный крем. Выкладываем сметану в миску и добавляем к ней сахар. Обратите внимание, я ничего не взбиваю миксером. Мы просто перемешиваем сметану с сахаром и оставляем на 5 минут, чтобы сахар полностью растворился. Пока сахар растворяется, нарезаем консервированные персики. Персик очень классно сочетается по вкусу с медовиком. Конечно, вы по желанию можете использовать вишню, либо же орехи, но мне нравится и с персиком. Далее берем миску. Я хорошо устелила ее пищевой пленкой. Выкладываем на дно немного сметаны и выкладываем вот эти маленькие кусочки медовика на дно. Таким образом мы и будем формировать наш тортик. Мы выкладываем сметану, затем выкладываем кусочки медовика, добавляем нарезанный персик. И сверху снова покрываем сметаной.
Таким образом, мы собираем весь торт, чтобы полностью заполнить нашу емкость. Конечно же, вы можете собирать не обязательно вот в миске с пищевой пленкой, да. Я это делаю для видео, чтобы потом перевернуть эту миску и был такой красивый тортик. Можете это делать вообще просто в судочке, прямоугольном, круглом, не имеет значения, без пищевой пленки. Просто выкладываете кусочки медовика, персик, все это промазываете сметаной, и просто у вас будет этот торт-медовик в судочке. Так тоже можно сделать. Я с медовиком люблю чаще всего использовать сметанный крем, хотя именно для этого бисквита, вот именно по этому рецепту, медовый вот этот бисквит пропитывается абсолютно любым кремом. Я даже делала с крем-чизом. И он тоже шикарно его пропитал, потому что вот этот медовый корж получается очень нежным, таким прям тающим во рту, и он пропитывается абсолютно любым кремом. Также для того, чтобы сверху украсить тортик, я буду использовать еще песочное печенье. Вы также можете использовать песочное печенье, либо же оставить немножечко вот этих медовых кусочков, а затем потом их измельчить в блендере, чтобы покрыть наш тортик. Я выложила все кусочки, покрываю хорошо так щедро сметаной и отправляю в холодильник на 2 часа. Беру самое обычное печенье песочное и хорошо измельчаю вот в такую крошку. Это я делаю исключительно для того, чтобы украсить наш торт. Достаем тортик из холодильника, снимаем миску, затем снимаем пищевую пленку, и наш торт уже готовый. Далее нам остается лишь украсить его песочной крошкой. Я это делаю руками, это удобнее всего и быстрее всего. Просто набираю немного крошки и вот так присыпаю. В принципе, это так же самое, как мы делаем торт-муравейник, да, вот он тоже так собирается и украшается сверху посыпкой. И, конечно же, покажу вам, какой торт в середине. Он невероятно нежный, вот обратите внимание, я его нарезаю, у меня нож просто прям скользит по тортику, он очень мягкий, очень сочный, и персик вот эту сочность тоже добавляет, и плюс сам корж очень нежный. Посмотрите, какой он в разрезе. Это невероятно вкусно, невероятно нежно. Если вы любите медовики, я вам искренне советую обязательно его приготовить. Тем более, что готовится быстро, просто. Не нужно долго возиться с духовкой, не нужно ничего взбивать. Пропитывается он тоже очень быстро. Обязательно приготовьте, вам понравится. Друзья, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Это помогает каналу развиваться. Полный рецепт будет в описании под видео, а также в конце видео, поскольку многие подписчики почему-то не могут найти рецепт под видео, я решила дублировать всегда рецепты теперь в конце видео тоже.